Привет, меня зовут Катерина Косихина, я художник из Санкт-Петербурга, и сегодня я вам расскажу про последние 2 недели подготовки к выставке. Сейчас я готовлюсь к своей первой персональной выставке, которая откроется 8 мая в городе Ижевске, и это серия роликов о моей подготовке. Если вы пропустили предыдущие ролики, очень советую посмотреть их вот здесь по подсказке. Сразу скажу, почему я записываю видео о 2 неделях. Все потому, что я писала всю почти неделю. Самую главную картину для меня сейчас — это подарок моему папе. Она тоже войдет в экспозицию, но так как я не хотела ее показывать здесь, он смотрит мои ролики, я хотела оставить ее сюрпризом, поэтому, по сути, всю прошлую неделю я, ну, ничего, кроме той картины, не делала. Поэтому и показывать в целом нечего, но все равно немножечко расскажу. Сразу скажу, что, наверное, это была моя самая большая картина, которую я когда-либо делала, потому что это размер 80 на 160 сантиметров. Это, ну, действительно очень много, и я когда ее только что отправляла, это было очень сложно. Я очень довольна, как получилось. Я уже показала ее сестре, вот, она сказала, что прямо все супер, так что завтра я еду вслед за картиной в Ижевск, и на днях мы ее подарим папе, снимем реакцию. В общем, это все будет в отдельном видеоролике, но я довольна абсолютно, как получилось. Также на неделе мы успели отснять новую серию работ, которую я писала про эмоции. Это я рассказывала в прошлом видео. И я наконец-то закончила картину, самую спорную, со штормом. И на самом деле сейчас, мне кажется, это моя самая любимая картина. Она получилась, правда, ну просто обалденно. Думаю, что они будут на афише, поэтому мы успели их очень красиво, покадрово, с деталями отснять. Приложу здесь фотографии, можете посмотреть. Также я закончила 2 своих небольших полотна, которые стояли у меня достаточно давно в разработке, в подмалевке, но никак я не могла их закончить. Первая картина — это картина со следами на песке, и мне кажется, само название говорит само за себя. Оно такое, ну, в общем, в нем есть глубина. Я думаю, каждый, когда говорит слово «след», понимает, про что это. Это просто про след на песке или это что-то другое, что ты оставляешь после себя. В общем, такая интересная работа. Мне нравится, как она получилась и как проработан песок. Я в целом очень довольна. Также есть еще одна картина, которая успела уже переродиться в другую картину в серии «Эмоции», но я ее тоже решила закончить. Она немножко более темная по тонам, и на самом деле такая цветовая гамма мне ближе, чем она получилась в серии с эмоциями. Я решила ее тоже закончить, она мне нравится. Проработав все выходные, я в понедельник наконец-то поставила точку в работе над экспозицией. За месяц я создала очень много картин. Я даже не ожидала, что родятся сюжеты, которые так давно были у меня в душе, в памяти, в референсах, в каких-то моих съемках. И то, что я смогла их воплотить, для меня это очень сильно важно. Так что если вы поддержите меня, например, пальцем вверх, будет очень клево. На протяжении последнего месяца я каждый день рисовала часов по 12, и это было очень трудно, но я писала не в напряг, знаете, это был абсолютный поток, поток свободы, когда ты делаешь картины не просто на продажу, там, это продастся, это не продастся, а ты просто делаешь экспозицию, чтобы показать миру свою идею, свое какое-то душевное состояние, свои мысли. Это совершенно другой уровень рисования. Такая свобода, я рисовала одно за другое. Мне идеи приходили, когда я писала совершенно другой сюжет, а я уже головой думала на следующую картину. На самом деле незабываемый опыт для меня как художницы, но и это совсем для меня другой уровень. Когда я выставила все картины, что у меня были в Петербурге, а часть экспозиции уже в Ижевске, меня просто били мурашки. Это выглядело особенно в малом формате, когда они прямо рядом с друг другом, нет вокруг каждой картины пространства и воздуха. Они били прямо эмоциями, красками, ощущением жизни. Ну, не знаю, я просмотрела на это и так радовалась. Мне было так... Блин, я навсегда запомню, мне кажется, этот момент. Меня били тогда такие мурашки, но видеть все, что ты создал, это, блин, это невероятно.
Думаю, когда мы все развесим и произойдет монтаж экспозиции, когда они разбредутся на каждое на свое место, рядом с каждой картиной будет воздух, они заиграют совсем другими красками, и в каждую захочется смотреться, вдуматься, заглянуть в описание, что я же имела в виду, обсудить эту картину с самим собой. В общем, думаю, это будет совсем другой эффект, нежели я выставила их дома, но и дома яркость красок, конечно, это все мне очень близко, я такое люблю. Далее начался самый волнительный момент, он длится уже 4 дня, и ровно час назад он завершился. Это отправка картин, отправка и упаковка картин. Боже, вы не представляете, как сложно упаковать метровые картины. Это слой пеноплекса, делаешь коробку, потом оборачиваешь, потом слои пленки, потом снова скотч, пленка, пупырка, потом еще что-то. В общем, это очень трудно, именно физически, мне кажется, я потеряла пару килограмм и почти все мои нервные клетки, потому что когда ты отправляешь картину, ты еще за нее дико волнуешься, потому что курьеры, ну, все стараются как бы хорошо отправить, но всякое бывает. Но пока, слава богу, все хорошо, папин подарок уже в Ижевске, поэтому остались последние большие полотна, я их вот ровно час назад отправила. Будем надеяться, что все хорошо, все дойдет в целости. Посылки с картинами весили 30 килограмм. 30 килограмм. Я понимаю, что там подрамники, но что-то я не ожидала, что они будут весить столько. А 5-й этаж без лифта, я вам скажу, это то еще удовольствие. Ну вот только что мы, конечно, намучились, но отправили. Так что теперь только ждать. Завтра я лечу в Ижевск, и меня ждет неделя знакомства с оранжереей, обсуждения нашей выставки, открытия, монтаж, цветопроба афиши. В общем, все самое такое приятное, уже, наверное, не такое энергозатратное, как было создание экспозиции, но тоже очень увлекательное и интересное. Я обо всем вам расскажу, но на данный момент у меня есть одна плохая новость. Я вообще хотела на открытие пригласить всех, кто захочет. Но оказалось, что оранжерея не может вместить большое количество людей, а именно я могу пригласить там 35-40 человек, а у меня семья только человек 20. Вот тех, кто обязательно должен быть на выставке, самые близкие мои люди. Так что в этот раз открытие будет очень персональное. Мне скоро подготовят приглашения, и я буду рассылать их лично людям, которых я бы очень хотела видеть на открытии. К сожалению, всех пригласить я не могу. Повторюсь, семья у меня очень большая, но мы решили, что у нас будет еще какое-то отдельное небольшое открытие уже для всех, где можно познакомиться будет со мной лично и посмотреть мое творчество уже для каждого, кто захочет, кто посетит оранжерею. Также за время, пока я буду в Ижевске, мы проведем мастер-класс по маслу. Сейчас мы это все обсуждаем, так что буду держать вас в курсе, но думаю, что в Ижевске мы еще и с вами вместе порисуем. Моя экспозиция будет висеть в Ижевске в Оранжерее искусств до 4 июня. Далее уже будет демонтаж, и картины уедут либо в новые дома, если они продадутся, либо они вернутся ко мне в Петербург. На этом сегодня все. Не забываем ставить палец вверх, потому что это очень помогает художнику в продвижении. А также, если вы подпишетесь на мой канал, вы не пропустите все новые видео, которые будут выходить. У нас впереди очень интересные моменты, а самое главное открытие моей первой персональной выставки. Я очень жду, очень волнуюсь, поэтому подписывайтесь, впереди все самое интересное.